Всем привет! На днях Андрей Макаревич, лидер рок-группы «Машина времени», прославившийся, кроме всего прочего, тем, что назвал россиян злобными дебилами, а также другими своими антироссийскими высказываниями, на своем аккаунте в одной из социальных сетей поделился с общественностью мнением по крымскому вопросу, суть которого сводится к тому, что если России действительно был нужен Крым, то в 2014 году она могла его просто купить у Украины. Возникает вопрос, а что, так можно было? Никто же не знал. Если бы в 2014 году с таким предложением выступила Украина, то, думаю, Россия приобрела бы у Украины сразу оптом пару-тройку регионов. Однако, друзья, более чем очевидно, что этим путем идти было нельзя. Предложение Макаревича сродни идее Михаила Ефремова о подарке за полуостров Украине Керченского моста. У большей части населения эти идеи лишь вызывают улыбки и непонимание, поскольку судьбу своей территории, как бы ни наивно это кому-то показалось, решает народ. Так что торг здесь точно неуместен. Однако при всей комичности предложения Макаревича, на мой взгляд, в ней кроется реальная идея о разрешении крымской проблемы мирным путем. Давайте разберемся по порядку, кому и насколько сильно нужен Крым. Для России Крым действительно исторически и стратегически является ценным. Это обстоятельство ни у кого не вызывает сомнения. Слова Андрея Макаревича заставляют задуматься о другом. Насколько является Крым нужным Украине, если уж Андрей Макаревич, явный противник России, озвучил возможность его покупки. По известным мне оценкам жителей самого полуострова, до присоединения Крыма к России Украина особо не вкладывалась в инфраструктуру полуострова, как будто бы предчувствуя неизбежный исход судьбы Крыма. Может и вправду не так-то был нужен Крым Украине, в связи с чем Андрей Макаревич через 5 лет критики России решил перевести этот вопрос в ранг шутки, сказав: если бы вы купили Крым, то и проблем бы не было. Было бы совершенно неплохо, если бы конфликт так и разрешился, душевно и с шутками. Ну, а на этой веселой ноте я хочу сделать небольшое отступление, чтобы предложить вам подписаться на канал Castle Storm. А возвращаясь к основной теме данного видео, вместо критики Макаревича в соцсетях за нестандартный подход, я предлагаю его идею покупки Крыма поддержать, ответив на нее с юмором: мы и купили. Тонко намекая таким образом на то, что мы же газ Украине со скидками не зря продавали. Спасибо за внимание, хорошего настроения, пока.